Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. С какой целью мать Алии приехала в особняк? Какая пародия между Алей и ее матерью? Примут ли Джихан и Садакат мать Алии в особняке? Что произойдет между госпожой Садакат и госпожой Фикрией, матерью Алии? Что сделает Джихан, когда найдет Угура? Узнает ли Экмель, что Денис – ее внучка? По какому пути он пойдет после того, как Демир Джихан уничтожил его имущество? От кого Джихан узнал новость об отправке Демира? Сможет ли Шахин отобрать свои земли у Джихана? Продолжится ли война между Шахином и Джиханом? Заберет ли Джихан Майну из больницы, чтобы защитить свой мир с Алией? Сможет ли Джихан спасти Зеррин от Демира? Сблизят ли эти недавние негативные события Алью и Джихана? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан поддержал Алью в эти трудные времена и укрепил их связь, а Аля начала счастливую супружескую жизнь с Джиханом, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Насколько мы понимаем, у Алии и ее матери очень разные характеры. Она совсем не похожа на свою мать Алю. По моим предположениям, Аля выросла вдали от матери, и они не смогли наладить отношения матери и дочери. В то же время по тому, как она смотрит на мать, становится ясно, что эта ситуация – большая рана для Алии. Причина, по которой Фикрия пришла к Алие спустя столько времени, заключается в том, что она узнала, что та вышла замуж за богатого человека. Потому что Фикрия Ханем, живущая в нищете и тяжелой жизни, хочет жить хоть немного комфортной жизнью благодаря своей дочери. Я думаю, что проблема Алии в отношениях с матерью заключается в том, что в прошлом она оставила ее отцу. Аля очень зла на нее, и ее сердце болит, поэтому, когда она увидит Фикрии, вместо того, чтобы радоваться, она вспомнит причиненную ею травму. Джихан и Садакат будут крайне удивлены, узнав, что эта женщина, с которой они очень грубо поспорили на улице, является матерью Лея. Но Джихан постарается хорошо относиться к Алие ради ее же блага. Когда Аля спрашивает свою мать Фикрии, откуда она родом, ни Садакат, ни Джихан не знают, что ответить. Когда Фикрия Ханем ведет себя так, будто очень скучает по своей так называемой дочери, Джихан захочет приютить ее на некоторое время ради Алии. Однако когда Садакат Ханем говорит, что не хочет видеть в особняке женщину столь низкого происхождения, Джихан снова говорит ей, что нельзя так разговаривать, не вмешивайся, мы приютим ее здесь на некоторое время. Конечно, большой разницы между Фикрией и Садакат нет, я думаю, Фикрия сможет победить Садака. Думаю, в следующем эпизоде мы будем часто наблюдать конфликт между этими двумя. Аля и Джихан также станут свидетелями этих моментов и получат удовольствие. Надеюсь, госпожа Фикрия узнает, что Денис – внучка Экмела, и не даст об этом узнать Экмелу. Потому что создается впечатление, что эта женщина готова на все ради денег. Когда выяснится, что Аля узнала правду от Угура, Джихан захочет заставить ее заплатить за травму, которую Аля и Денис пережили из-за нее. Он дал указание своим людям, что когда они найдут Угура и приведут его к Джихану, он сначала хорошенько его избьет, а затем пригрозит ему покинуть страну и никому не рассказывать о том, что он знает. Я надеюсь, что Угур не поедет в Экмель и не расскажет ему то, что знает, ради мести, по крайней мере, ради своей же безопасности. Если бы он сделал что-то подобное, я думаю, Джихан не оставил бы его в живых. Похоже, что как бы ни старались Джихан и Садакат, Экмель близок к тому, чтобы услышать правду, которая уже распространилась. Когда Экмел узнает об этом, ситуация для Джихана и Алии станет еще сложнее. Чтобы преподать урок Джихану Демиру и избавить его от необходимости работать с Алией в больнице, он положил конец контрабанде запрещенных веществ, а затем шантажом заставил его отобрать у него больницу. Затем он заменил запрещенные вещества мукой и поджег все это, в результате чего оно сгорело. Разгневанный Демир придумает план мести Джихану. Я думаю, Джихан поймет это и проявит бдительность.
Несмотря на то, что грязные дела Демира беспокоят его отца, Надим Бея, он не может остановить сына. Вот почему я думаю, что он мог сотрудничать с Джиханом, чтобы удержать его от этих грязных дел. Господин Надим рассказал Джихану новости и подробности о грузовике, в котором Демир перевозил контрабанду. И он будет продолжать это делать и постоянно рассказывать Джихану о планах Демира, чтобы вернуть Демира на правильный путь. Как он и обещал, Джихан даст Шахину землю, которую тот захочет. Однако он не будет продолжать сотрудничество с Демиром, как того хотел его отец. Она прислушается к совету Джихана и постарается держаться подальше от Демира. Однако Шахин полон решимости продолжить войну с Джиханом. Когда он рассказал об этом Наре, Наре дал ему необходимый ответ и сказал, что он не может взять на себя управление семьей Альбора, потому что до сих пор там был его брат, а с этого момента там будет его брат Джихан. Шахин был немного удивлен, потому что это была неожиданная реакция. Если он подумает спокойно, то захочет быть рядом с Джиханом. Вот почему Наре не сказала ему, что уходит от Оскана, и держалась от него на расстоянии. Ман снова тайком проследил за Алей и узнал, что Джихан забрал больницу у Демира. Вот почему их юбки загорятся. Он предпочтет сохранять спокойствие некоторое время, чтобы Джихан не выгнал его из больницы. Но эта идея на самом деле сидит в голове Джихана, и он просто ждет подходящего момента, чтобы отослать Ман. Джихан Кая попытается увести Зерин от Демира, чтобы он не испытал того, что испытал он. Вот почему он продолжит издеваться над Демиром и попытается заставить его сдаться. Каждый раз, когда Зерин находится рядом с Демиром, она будет чувствовать сильную грусть из-за Каи и плакать. Джихан постарается сделать все возможное, чтобы эти двое влюбленных не испытали того, что испытали Нари и Джихан, и смогли испытать свою любовь. Все эти плохие события укрепят связь между Джиханом и Алей. Когда Аля обняла Джихана и заплакала в первый раз, для Джихана все уже было кончено. Аля, в которую он был безумно влюблен, наконец обняла его и заплакала, хотя это был не самый лучший момент. Эта ситуация очень удивит Джихана и в то же время заставит его почувствовать себя неловко. Когда Аля увидит, насколько Джихан ценит Денис и ее саму, она признает, что влюблена в него, и поймет, что не хочет жить без него. Как вы думаете, Джихан и Лая станут ближе из-за этих событий? Будет ли госпожа Фикри проживать в особняке временно или постоянно? Будет ли раскрыто, что госпожа Садакат предупреждала Оскана о разводе с Нари? Что сделает Джихан, чтобы развести Нари и Оскана? Узнает ли Экмель, что она внучка Денис? Согласится ли Шахин с Джиханом и станет ли он его поддерживать?